Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. Давненько не выкидывали что-то интересного, а точнее вообще не выкидывали телевизоры уже, наверное, лет 5 к этим бакам. И вот свершилось чудо. Опять кто-то выкинул такие вот годные вещи с медяшкой. Сейчас мы все с вами разберем. Также покажу начало, как я все это оттуда забирал. Еще что-то, друзья, в коробках опять. Ё-моё, блин, собрался. Магазин называется. Это вообще от пластинок, что ли? Ага. Опять кто-то что-то, короче, очищал. Судя по всему, игрушки. Блин, тут коробок сколько, ё-моё. Я не знаю, у них что-нибудь есть или нет. Такой вот неплохой антенный кабель советский. Он медный. Вот, оплетка медная. Это хорошо. Тяжеленький такой. Сейчас все это, друзья, увезем. Сейчас еще гляну. Тут мельком. На мотоцикле кто-то приезжал. Я только собирался в магазин поехать. Поливал саженцы свои. Вижу, тут что-то кто-то выкидывает. Не знаю, есть тут еще вообще что-нибудь интересное или нет. Это фигня одна, диски. Не знаю даже. Куклы. Фиг его знает, короче, друзья. Вроде так ничего больше интересного нет. Сейчас пока вот эту первую партию с телеком возьму. А тут я даже без понятия, что тут кто выкинул. Шматье какое-то одно. Крышку прямо тут сразу оставляем. Вот так вот. Оба. Сумки. Сумки, коробки точнее пустые. В сумках какие-то одни куклы. Фигня какая-то одна. Ничего интересного нет. Самое интересное, наверное, мы уже загрузили. Все, друзья, выдвигаемся домой. Будем рассматривать и разбирать сегодняшние найденные. Ну что, друзья, находки с медным содержимым уже доставлены домой. Давайте не будем терять времени. Кратенько осмотрим сегодняшние найденные и приступим к их дальнейшему разбору. Такая вот баночка попалась. Осмотрел я все вокруг, но не нашел второй части вот от этого проигрывателя. К сожалению, на нижней части, скорее всего, находился трансформатор. Здесь же только крутилятор пластинок остался, но здесь тоже можно немножко грамм меди отсюда выжать. Тоже его с вами разберем. Чуть попозже начнем с вами вот с этого вот старого мамонта. Ну как старого? 2000-е года, скорее всего. И телевизор, судя по всему, был не так уж плох, так как второй телек мне попадается за всю жизнь, который я разбираю вот с такими коробами. В них находятся колонки. И я думаю, телевизор стоил таких нормальных денег. В соотношении с обычными вот такими вот телевизорами, я думаю, звук здесь был намного лучше, и телевизор был гораздо лучше. Не знаю, в общем, это всего лишь мои предположения. Мне попадался 3 года назад тоже, кстати, возле этих же мусорных баках кто-то вывалил телеки, тоже с такими коробами разбирал телевизор Sony. На нем были тоже 2 петли размагничивания, они были очень толстые. Я, наверное, с него, с этого телевизора, 800 грамм меди только вот с этого вот всего снял. Здесь вот тоже, кстати, на отклоняйке были очень такие массивные медные вот такие вот вставки. И сами вот эти петли были жирнющие. Этот телевизор LG, там шильдик есть на обратной стороне. Снял с крышки вот эти вот латунные входы-выходы. Здесь вот все уже шатается, я не знаю, его разбирали то ли для ремонта, то ли он был где-то в ремонте. Или может что-то сломалось, пытались сами починить. Но вероятнее всего, когда снимали крышку, откололи вот эту плату, и он, в общем, вообще больше уже не заработал. Его, мне кажется, пульнули. Но тоже это всего лишь мои предположения. Давайте попробуем сейчас снять вот эти вот короба.
Вскроем их, посмотрим, какие там колонки стоят. Телек очень тяжелый. Sony, кстати, тоже был очень тяжелющий. Я его вообще еле поднял, помню. Вот такие вот колоночки находятся. 15 ватт. Обычно в телевизорах стоят какие-нибудь 3 ватта, 5 ватт. Здесь же 15 ватт. Максимальная мощность 25 ватт. Как я и предполагал, звук у телевизора был намного качественнее, намного лучше. Динамики здесь вот такие. Сейчас откроем вторую и будем доставать с вами плату. Камера от жары опять перегревается, хоть в теньке нахожусь. На улице опять 30-ка с лишним. Почти не ветерка. Ветерок раз в полчаса где-то пробегает. Август, все, жара никак не стихает. Когда она уже закончится, эта жара, она задолбала уже. Я уже тем делом разминировал наш кинескоп. Давайте переходить к дальнейшей разборке. Вот, почти снял плату. Осталось только отключить. Здесь пару проводков. Телефон снова перегрелся. Ничего не могу толком подснять. Уже весь телевизор почти разобрал. И пока разбирал, заметил вот такую надпись. LG.Philips дисплей. То есть филипсовский дисплей, судя по всему. В общем, друзья, снял плату, и я что-то уже заранее расстроен. Вот эта петля размагничивания, она вообще нифига ничего не считаю, не весит. И я думаю, что здесь подстава, здесь никакая не медь, а тупо алюминий. Потер напильничком, так и есть. Унылое говно. Первый обосрамс. Выдернул оттуда медные провода. Вот такая вот подстава. Сегодня думал, медь сейчас накручу. Ага, фиг там. Тут еще, кстати, третий динамик. Может, какая-то пищалка. Раз не повезло там, хотя бы луженую медь снимем. Такую вот небольшую. Раньше ее не брал. Не знал, что это медяха. Думал, проволока какая-то. Но это было совсем давно-давно. Давайте теперь тогда надеяться на систему отклонения. Сейчас ее тоже снимем. Клей вообще замечательно отошел. Чистенькие. Одно удовольствие мотать. Снял катушку, она совсем вся рассыпается, какая-то рассохшаяся пластмасса, совсем гнилющая. Смотрите, все прямо ломается на глазах. Выкрутил отсюда все остальные болтики, винтики. Вот, все собираю до мелочей, кинем в чермет. Тут еще вот сейчас плату сниму. Ну и вот это вот тоже. Все разберем. Это уже точно медь. Здесь уже и вес чувствуется. Тут обычно всегда медяха. Алюминий я тут не замечал. Кинескоп я разбирать не буду. Я уже как-то говорил при разборке телека, что больше не буду этим заниматься. Сетку у нас не принимают. Там металл какой-то замороченный. У нас даже понятия не имеют, что там за металл находится внутри. То есть берут как чермет, даже не буду мучиться. Сниму только вот этот вот бандаж. Отпилю. Ах, Филипсы. Лучше б столько туда медяхи положили, чем такой тяжелый кинескоп. Вот эти провода кидаю к остальным проводам на обжиг, они у нас не в счет. Все разобрал. Вот тут несколько грамм алюминия. Медяшка, катушки будем разматывать. Размотаем. Чермет. Ну и не обошлось, как всегда, без варварства. По-другому у меня не бывает. Катушки я достаю именно так. Вот такой был патефон найден. 88-го года выпуска. Давайте посмотрим, что же здесь нас интересует.
Здесь вот алюминий попадается. Вот этот движок, тоже здесь и алюминий есть. И медь немного. Старый вот такой конденсатор. Ну, просто сниму его, отложу. Вот, кажется, алюминька. В общем, разберем, друзья. И посмотрим, насколько богата оказалась эта станина. Дошла очередь и до кабеля. Сейчас тоже его приступлю разбирать за кадром. Снимем оболочку, внутрянку, вот эту жилу. Посмотрим на вес меди, который в ней содержится, чистой меди. Сейчас же он весит практически кило 600. Глянем, какая будет прибавка к нашей сегодняшней медяхе. Изоляцию уже снял. Вот с этого толстого снималась вообще прекрасно. С этого тонкого она какая-то то ли жестче, снималась проблематично, но будет еще куда хуже снимать вот эту вот белую, чтобы достать вот эту внутрянку, вот эту жилу. Кабель вообще прекрасный, прям такой толстенький, оплеточка прям золотая. Вообще классный кабель. Я сначала не заметил, к нему был напаян еще вот такой вот кабелек. Вот такой совсем тоненький. Совсем другой, немного потоньше. Я уже в одном из своих видео разбирал такой кабель, старый, советский. И был он вот примерно вот такой. Тот кабель был уже с окислами, немного дряблый. Вот тут такая же картина. А это прям вообще шикардос. Смотрите, прям один кайф такой разбирать, согласитесь. На ваших экранах весь черный металл, который удалось добыть в процессе разборки. Все разобрано, все разобрал. Феррит также здесь присутствует. Все идет в черный металл. Это у нас бандажик. Здесь еще, конечно, остались всякие детали из цинка, но я не буду заморачиваться. Это пустая трата времени в никуда. Черного металла вышло на 2 килограмма 721 грамм. Отнимаем 200 грамм миска. Выходит 2,5. Алюминий. И вот такая горсточка цинка, которую удалось достать из нашего проигрывателя. Латуни у нас. Кот наплакал. Переходим к самому интересному. Давайте взвесим медь из нашего проигрывателя. Это медь с катушек. Вот такие вот еще 2 шарика удалось оттуда вытащить. Тоже медные. 74 грамма меди. Следом идет медь из телевизора. Давайте ее положим. Узнаем результаты. 208 грамм получилось достать из телевизора. Ну и теперь, друзья, самые интересные и неожиданные. Оттариваем. Кладем оплетку. 511 грамм. Добавляем медь из жилы. 595. 622 грамма. Отличный результат. Вообще не ожидал, что будет такое в советском кабеле. Кабель попался очень добротный. И теперь подведем окончательный итог по меди. Все сюда складываем. Сколько же у нас получилось за сегодня в общем. Давайте взглянем. Очень интересно. «907 грамм. Вот такой результат, я считаю. Была бы еще петля размагничивания медная в телевизоре. Был бы вообще шикарный результат. Ушли бы за килограмм. Цены сейчас очень низкие. И взвешивать вот эти вот 20 грамм алюминия и вот эту вот латунь 2 грамма.
считать вот это все, высчитывать, сколько получится, ну, я не вижу особо смысла. Нас сегодня интересует только чистая медь. Кому понравилось данное видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Увидимся в новом видео.